Подвески-домики из папье-маше для сада. Как сделать атмосферно стойкими. Основу делаю из втулки от туалетной бумаги. С одной стороны откладываю 2 сантиметра. С другой, там где будет крыша, 2,5 сантиметра. Из втулки вырезаю крышу, ширина 4,5 сантиметра. Внутрь вставляю проволоку, у меня проволока для цветов. Крышу приклеиваю на универсальный клей. Закрепляю скотчем. У второго домика скворечника четырехугольная крыша. Покрываю всю заготовку не толстым слоем массы папье-маше. Я делаю папье-маше из офисной резаной бумаги или картона от яиц и клея. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Разглаживаем поверхность. Затем отправляем на просушку. Из кусочка фольги формирую основу птички. Покрываем папье-маше и отправляем на просушку. Из салфетки готовлю жгутики. Сверху наношу клей ПВА, разведенный водой. Молды с массой папье-маше отправляем в морозилку на 5-10 минут.
Когда птичка высохнет, делаем сквозное отверстие при помощи иглы. Домики готовы для росписи, но если хотите разместить их в саду, то необходимо защитить от воздействия влаги. Готовим раствор. Вода и клей ПВА 1 к 1. Постепенно добавляю цемент. У меня белый, можно серый. Раствор должен получиться не очень густым, так, чтобы его можно было наносить кистью. Акриловую краску развожу водой. Окрашиваю методом смывки. Окрашиваю и тут же стираю влажной тряпочкой. Сухой кистью немного выделяю фактуру. Окрашиваю акриловыми красками. Покрываю акриловым лаком для наружных работ. Точно так же вы можете сделать фигурки для сада из папье-маше или задекорировать старые горшки. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.